Доброго любого дня недели! Мы рады, что вы с нами, и это главное. Рады, что смотрите наши новости, отмечаете видео лайками и комментариями. Алга Петербург и я, Елена Лазарева, очень трепетно относимся к вашей обратной связи, и нам приятно от того, что эта рубрика все больше и больше вам откликается. Действительно хочется, чтобы эти выпуски посмотрело как можно больше людей, которые любят Казахстан и гордятся его ценностями, культурой, традициями и людьми. В этом вы можете нам помочь, просто поставив большой палец вверх под этим видео, оставив комментарий, ну или отправив ссылку на этот выпуск тому, кому вы считаете это правда будет интересно. Ну что ж, начну, пожалуй, рассказывать о том, что меня вдохновило, удивило и порадовало в последние дни в мире, где казахи все ярче и громче заявляют о себе. Курултай казахов Европы в настоящее время проходит во Франции. Это первое после пандемии такое событие, организаторами которого стали Ассоциация турецких казахов во Франции, казахстанские дипломаты в Париже и ФОД Отандастар. В мероприятии принимают участие около 1000 казахов из разных стран Европейского Союза. В рамках этого события пройдут встречи представителей диаспор в Европе, мастер-класс от этнодизайнера Казипы Каликызы, футбольный турнир, в котором примут участие 13 команд из разных стран, а также запланирован совместный концерт артистов из разных стран мира и дискотека для молодежи. Сегодня мы здесь гордо поднимаем флаг Казахстана в самом сердце Европы, в Париже. Мы собрались здесь всем нашим сообществом, и цель этого Курултая – передать нашему молодому поколению обычаи наших предков, чтобы они не забывали свои корни, свой язык, свою родину, отмечает президент Ассоциации турецких казахов во Франции Есимкан Назир. На Курултае встречаются европейские казахи, не только потомки осевших в середине 20 века в Турции казахов, а также недавно переселившиеся из Казахстана. По данным фонда Отандастар, за пределами Казахстана проживают до 8 миллионов казахов. На протяжении нескольких лет успешно ведется воссоздание и укрепление их культурных связей. Теперь пришло время для полноценного сотрудничества с укрепляющимися диаспорами во всем мире. Очень важное событие, на мой взгляд. Возможно, это даже такая новая точка отсчета в объединении казахов, проживающих именно за пределами родной республики. И особую значимость, конечно, такие мероприятия имеют для молодого поколения. Вот следующая наша новость как раз-таки будет о молодом человеке, который планирует покинуть родной Казахстан, но, скажу сразу, для этого у него есть самые веские причины. 17-летний Алан Жайнар из Казахстана получил гранты в мировых вузах на общую стоимость $640 тысяч. Алан родился и вырос в Алматы. В этом году заканчивает учебу в Республиканской физико-математической школе. Любимые его предметы – это физика, математика и информатика. На протяжении последних лет он неоднократно принимал участие в международных конкурсах и олимпиадах по этим дисциплинам и занимал там самые достойные места. Одно из таких соревнований – это всемирный конкурс изобретений World Invention Competition and Exhibition. В 11 классе мы с командой заняли 2-е место. Тема «Компьютерная наука». Мы создали приложение для связи между людьми, готовыми помочь нуждающимся. Международный конкурс проходил в Индонезии. Участие в нем принимали более 30 стран, рассказывает нам сам Алан. На международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Алан Жайнар стал уже победителем, заняв почетное 1-е место. На сегодняшний день 17-летний казахстанец поступил в 11 университетов мира и получил гранты в размере $640 тысяч. Среди возможных мест дальнейшего обучения университет в Ванкувере, 5 престижных университетов в Гонконге, университет Алабамы в США и другие вузы. Сам Алан уже выбрал, куда пойдет учиться дальше. Это КАИСТ в Южной Корее. Там обучение практически бесплатное. Дается грант и стипендия. Университет очень хороший, он на 41-м месте в мире, а по выбранной мной профессии компьютерная наука КАИСТ занимает 35-е место, объясняет свой выбор Алан. После обучения за границей молодой человек планирует вернуться в родной Казахстан. И вот как он это комментирует. «Я бы хотел помогать в своей стране. Хочу, чтобы больше развивались технологии. Мне нравится Южная Корея, в этой стране
стране не так много природных ресурсов, но там очень развиты технологии. Вот хотелось бы этот опыт и перенять, дополняет он. Прекрасные планы, на мой взгляд, у Алана. Хочется его поддержать во всех стремлениях и желании привнести пользу в мир и тем более в родную страну. Желаем больших успехов и реализации всех его амбициозных идей. Тем более, что начало настолько вдохновляющее у молодого человека. Как приятно видеть, что есть такие люди, являющиеся примером и вдохновением для других. К таким людям, кстати, можно отнести и следующую героиню нашего выпуска новостей. Известная телеведущая Айдай Исаева назначена президентом национального конкурса красоты и лицом проекта «Мисс Казахстан». Айдай 32 года, по специальности она врач. Представляла Казахстан на конкурсе «Мисс Вселенная-2013» в США после того, как стала победительницей «Мисс Казахстан-2013». Была послом доброй воли и универсиады 2017, телеведущая. Айдай Исаева ведет активную благотворительную деятельность, увлекается искусством, занимается спортом. Вместе со своим мужем Максатом растит 3 детей. Для меня огромная честь возглавить проект национального масштаба с богатой историей и биографией, заявила Айдай Исаева. За четверть века национальный конкурс красоты вышел на новый качественный уровень. Если в первые годы независимости это был просто праздник красоты и молодости, то сегодня «Мисс Казахстан» позиционирует себя как сообщество молодых людей с активной жизненной и гражданской позицией. Конкурс «Мисс Казахстан» уже много лет проходит под девизом «Красота в милосердии». Красавицы со всего Казахстана принимают участие в благотворительных и социальных акциях, помогают малоимущим семьям, пожилым людям, детям. Наш конкурс – это и дань красоте, впитавшей в себя глубину и мудрость многих поколений Великой Степи, и планомерная, кропотливая работа по сохранению и приумножению культурного наследия, подчеркнула Айдай. Желаем Айдай Исаевой успехов в новом качестве, в ее новой должности, успешной реализации всех задуманных проектов и как можно больше красоты вокруг. Об окружающей красоте, кстати, как никто может рассказать нам японец Кеничи Хорие. Японский путешественник, яхтсмен, писатель пересек Тихий океан за 69 дней и стал самым пожилым яхтсменом, которому это удалось. В сентябре спортсмену исполнится 84 года, друзья. Хорие 27 марта на своей яхте вышел из порта Сан-Франциско, а 4 июня прибыл на родину в Японию. Таким образом, Кеничи в одиночку прошел более 8,5 тысяч километров. «Не позволяйте своим мечтам оставаться мечтами», сказал Хорие в интервью CNN. «Поставьте перед собой цель и работайте над ее достижением, и вас ждет прекрасная жизнь». Яхта японца оснащена солнечными панелями, которые обеспечивают ее потребность в электричестве. Для общения путешественник использовал спутниковый телефон. Путешествие мужчины повторяет путь, который он проделал в 1962 году, когда стал первым яхтсменом, который пересек Тихий океан в одиночку без захода в порты. Тогда его путь составлял 90 дней. По возвращению на родину он написал книгу «Один в Тихом океане», которая затем стала бестселлером. На этот раз, после возвращения, путешественник заявил, что планирует и далее бросать себе вызовы до тех пор, пока ему не исполнится 100 лет. На этой удивительной, восхитительной новости сегодня я, пожалуй, остановлюсь, оставив вам после нашего выпуска такую возможность поразмышлять о своих мечтах и, возможно, нереализованных, отложенных целях. Потому что такие люди, как наши герои нашего выпуска, они вдохновляют. И те самые фразы «невозможное возможно», и «если ты чего-то хочешь, то ты можешь этого достичь», в таких примерах обретают особый смысл и ценность. Ну что ж, рада делиться хорошими новостями, радовать вас и удивлять наши любимые зрители здесь, на канале Алга Петербург. Елена Лазарева, как всегда, рядом, на связи. Увеличиваю количество позитива и улыбок в нашем удивительном мире. И желаю вам всего самого лучшего, хорошего времяпрепровождения, сил, здоровья и любви вокруг. Пока-пока!